Девочки, мальчики, всех приветствую на канале Амадея Таро, с вами Вероника. Долго не записывала никакое видео, так как определенные праздники, определенные лунные циклы дали о себе знать. Смотрите, суть сегодняшнего расклада в чем? Мы с вами прошли новолуние, Мабон и полнолуние. Это все уже осталось сзади нас, но эти три события у многих привнесли определенные трансформации в жизни. И трансформации довольно-таки глобального порядка, насколько я уже увидела. Планировался расклад на 3 варианта, но расклад будет общим, потому что пока я подготавливала колоды Таро, каждая из них мне показала в принципе общую картину, да, общую тенденцию тех, кто притянется на этот расклад, те, кто попадут на это видео. И трансформации здесь, конечно, не из легких проходят. То есть здесь есть над чем подумать. Единственное, что еще будет, если кому не интересно будет весь расклад смотреть, можете посмотреть в самом начале. Я дам краткую характеристику по трансформациям, что принесло вам новолуние, что принес вам Мабон и что принесло полнолуние. То есть какие трансформации вас вогнали высшие силы, скажем так. Всем же, кто интересуется, так сказать, полным спектром сложившейся ситуации, те, конечно, могут посмотреть все видео полностью. Вступление получается долгим, потому что, да, планировалось одно по раскладу, но Таро показали мне абсолютно другие моменты. Вот. И сейчас я вам их озвучу. В общем, если взять коротко, вот эта колода показала, опять же таки, низ вверх колоды беру. Здесь вас предки духи рода вывели на определенный перекресток жизни, где вам нужно делать выбор. Это что касаемо по этой колоде. По колоде веретника здесь четкое указание, что через погост, через кладбище или же от предков духа вашего рода вам нужно получить напутствие. Какое, естественно, мы посмотрим. Либо вы уже его получили, разберем, в общем, в деталях это все. По поводу кладбища. Подходит это не только тем, кто работает с кладбищем, кто работает с умершими. Подойдет всем, кто работает со своими предками, духами рода. То есть здесь многогранно также. Следующую колоду я брала это я буду дополнять. Эта колода показала, что здесь идет выход из застоя, то есть определенные какие-то ситуации в вашей жизни заканчиваются. Там, где вы думали, что вы держите баланс, на самом деле это ваш балласт. То есть убирается то, что вам не нужно в жизни. По этой колоде здесь я
Ну, поэтому мне легче смотреть именно подсказки от высших сил. Пока тасовала, выпал аркан суд. Здесь колесница и умеренность. То есть на данный момент вы находитесь на таком стыке событий в вашей жизни, когда вы привыкаете ко всему новому, для вас неизведанному, и пытаетесь себя сбалансировать в этом всем. Ну и это старшие арканы из Таро Светлого Провидца. На них я как раз и хочу посмотреть то, о чем я говорила, что, как бы общие тенденции новолуния, Мабона и полнолуния, что кому эти события привнесли в жизнь. Итак, заканчиваем наше вступление. Кто-то очень сильный пришел на это видео, у кого-то, видимо, личная сила открывается. Да, закончу я с длинным вступлением, но, в общем, хотелось мне вам объяснить более детальней суть вообще, да, этого расклада. Итак, тем, кто спешит, это как раз ваше время. Можете для себя выбирать одну из 3 позиций: новолуние, Мабон, полнолуние. Но всем остальным, так сказать, терпение, потому как расклад будет, мне кажется, очень длинным. Много информации, и эта информация кому-то очень нужна. Те, кто будут смотреть расклад не осенью 2020 года, для вас энергии будут актуальны между последним новолунием и полнолунием. Итак, что новолуние принесло, какие энергии? Так, это я отложу пока в сторону. Смотрите, новолуние открыло в вас дар ясновидения, дар предвидения. Интуиция у вас очень обострилась. Открылись какие-то тайны. Что-то связанное с магией, это однозначно. Какие-то закольцовки, возможно, вы начали снимать. Возможно, вы раскрыли какой-то обман, который присутствовал в вашей жизни. Вот так вот. Это общие тенденции новолуния. Так, смотрим, что теперь принес вам Мабон. Но те, кто работал с духами, предками своего рода, те, кто работал на кладбище, те правильно поработали, по справедливости отдали своим врагам-недоброжелателям то, что те должны были получить. В общем, работа на местах силы с миром мертвых прошла у вас просто на ура. И тут самое главное, что вы свои силы используете в верном ключе. То есть не занимаетесь ерундой, когда через магию делается гадость какая-то другим людям. Здесь вы отстаивали себя, свою территорию,
свои блага. Помимо этого, вы пересмотрели много каких своих взглядов. Ну, вообще по поводу своей жизни, по поводу, возможно, своего пути. По поводу своих планов на будущее. То есть, плюс еще здесь вы проходите трансформацию. То есть, энергетика Мабона у вас включила трансформацию и довольно-таки, я бы сказала, энергетически затратную, но она должна была произойти в любом случае с вами. С Мабоном вы какие-то свои дела уладили, свои вопросы. И еще здесь такая энергия идет, что вы как будто вот примирились со своей темной стороной. То есть вы осознали, что у вас есть как свет, так и тьма. Перестали этому упираться. Вот так вот. Такие энергии Мабона были. И по полнолунию. Здесь идет такой момент, что после того, как вы совершили пересмотр определенных своих взглядов по Мабону, вы начинаете искать солнце внутри себя. То есть вы ищете ответы на вопросы, которые вас ранее тревожили, уже не извне, а именно внутри себя. То есть вы больше теперь слушаете свою интуицию, вы больше налаживаете связь со своим родом. Вот. И также это вам дает как заживление ран после утраты, которую вы понесли. Потому что здесь утраты в любом случае были по новолунию, сразу могу сказать. Так. В общем, это был краткий, так сказать, вводный курс для тех, кто выбирал позиции. А сейчас я буду смотреть детальнее по всем остальным вопросам, общим раскладом. Так, как же это все так сделать? Давайте, наверное, вот так вот я это положу. Потому что хочется мне все-таки видеть параллельно с раскладом вот эти позиции все. Итак, на оракуле теней хочу посмотреть, перед каким же выбором вас ставили энергии новолуния, Мабона и полнолуния. Но тут больше всего выбор по новолунию делался. Ух ты. Так. Ну, во-первых, здесь был урок на то, чтобы преодолеть свои страхи, набраться наконец-то уверенности, взять все в свои руки, потому что у вас есть определенные права на то, чтобы, скажем так, иметь то, что у вас ранее отбирали.
Вы должны взять в свои руки вот этот атам и творить власть своими руками. И не зволікати на українській мові. В общем, не тормозить, а делать это здесь и сейчас, скажем вот так вот. То есть делать это быстро. Знаете, вот времени на то, чтобы подумать, как такового не было. То есть здесь либо ты делаешь и меняешь что-то в своей жизни, либо же ты притормаживаешь и продолжаешь дальше сидеть в этом болоте. Смотрите, я взяла 1, 2, 3, 4 колоды. И плюс еще у меня получается колода светлого провидца сама по себе. И из нее старшие арканы. То есть, ну, будем считать, ладно, 4 колоды. И из этих 4 колод умеренность выпадает уже, ну, раз третий у меня. Вот умеренность, если видно. Вот она. С этой колоды. То есть, что такое умеренность? Гармония с собой — это понятное дело для всех, но это также определенная застоявшаяся энергия в наших жизнях, когда мы куда-то не движемся. То есть, мы как будто застопорились в своем развитии. Вот. Вот на какой выбор вас ставили высшие силы в этот период. Период этот около 2 недель. Сейчас даже уточню. Смотрите, какой период вообще рассматривается у нас, да? Новолуние у нас было 17 сентября. Мабон, ну, давайте так, с 20 по 23, если грубо, там 21, 22, 23 сентября, вообще 21, 22. И полнолуние было 2 октября. То есть здесь у нас, ну, как я и сказала, где-то 2,5 недели. То, что я вижу по картам, ну, вообще даже в самом начале, когда я выкладывала, да, все колоды, кто-то из вас за эти 2,5 недели прошел такую трансформацию, которую некоторые проходят, но где-то года за пол, а то и за год. То есть энергетически это очень затратная трансформация вышла. Вот так. Так, еще на оракуле теней хочу посмотреть вообще суть ваших трансформаций. Ну, то есть, для чего вас вообще ставили перед этим выбором, да, вашей жизни в этот период. С какой целью? Кроме того, чтобы вы приобрели уверенность, взяли уже власть в свои руки и перестали сидеть на одном месте, а начинали уже действовать наконец-то. Так, но здесь кто-то должен обрести себя, то есть обрести внутреннюю гармонию. Кто-то поправить свое здоровье должен был, ну, поработать, возможно, со своей внешностью. Больше, знаете, как заземлиться. Вот так вот я бы сказала. Для тех, кто в практике, такой переход, когда вы начнете заниматься целительством других душ и будете над этим очень плодотворно работать, возможно, с кем-то в команде в будущем. Кто-то должен был уже от теории перейти к практике в магии. Ну а вообще общая тенденция — это, скорее всего, оправиться от какой-то потери,
в вашей жизни исцелить себя, привести себя в порядок как душевно, так и психологически, физически, эмоционально. И понять, что у вас идет период, когда закрывается какая-то карма вашего рода. То есть вы именно тот человек, который в состоянии изменить судьбу дальнейшего рода. То есть, если на вас какие-то сценарии еще работали, да, ну, допустим, вам там известно, что бабушка, там ваша прабабушка, мама проживали один и тот же сценарий, допустим, в брачных отношениях, да, вот, возможно, вы часть своей жизни потратили на этот сценарий, а теперь этот сценарий разрушен. Разрушен он за счет того, что вы проводили работу над собой. И работа эта в основном идет на уровне духовности и подсознания, психики собственной. Вы проработали многие свои страхи, вы открыли определенные тайны, то есть выводите людей на чистую воду. Открываете лжецов в своей жизни, да, то есть убираете какие-то манипуляции и при этом прете напролом, то есть вы преодолеваете свои страхи. И не потому, чтобы что-то кому-то доказать, а лишь для того, ну знаете, как спортивный интерес, а узнать, что будет дальше, вот после того, как я эти страхи в себе преодолею. А что там дальше за вот этой закрытой дверью? Вот все остальные открыты, а вот та закрытая. Вот теперь вы эту закрытую дверь, на которую только смотрели ранее, она перед вами открывается. Хочу еще доложить карты. Ну, здесь конкретно еще послание для тех, кто занимается магией, кто практикует. Здесь вы провели определенные ритуалы, что-то для себя выяснили, возможно, чему-то обучаетесь новому. Ясновидение у вас на новый уровень выходит. Есть у вас очень много предметов, которые хорошо вам служат, я бы вот так сказала. То есть вы сейчас на правильном и на верном пути. Кто-то себя чистил, защищался огнем, выметал всякую ерунду, конфликты. Ну, в общем, понятно, недоброжелателей, конфликтные ситуации. Вы это все выметали, убирали из своей жизни. Кто-то ставил защиты, да, кто-то делал чистку с защитами. Кому-то даже во сне либо уже пришли, либо приходили те люди, которые вам делали пакости, в том числе и магического характера. Получите во сне подсказку о том, что определенное проклятие, которое они на вас накладывали, будут сняты с вас. И что теперь включается тройной закон кармы по отношению к вашим врагам и недоброжелателям. Все, кто вас обманывал, все, кто лицемерил в вашу сторону, кто клеветал, кто не давал обратной связи, ну, по равноценному обмену энергией, те сейчас будут получать от атаки, от высших сил. Вот так вот. А вас ожидает Пентакль. Ну, кто-то, может, конечно, и на денежную сферу работал, может, у кого были там затыки какие-то, да, именно что каналы там перекрыты, денежные были, либо же еще кто как воздействовал. Ну, все это будет снято. Да, с заговорами сняли.
Единственный еще вам совет: не лгите себе и не лгите другим. Если есть обстоятельства, где вы не хотите говорить правду, вы так и скажите своему собеседнику: извини, я не хочу отвечать на этот вопрос. По какой причине? Потому что либо я совру, либо скажу правду, да? Но правду я говорить не хочу и врать я тебе не хочу, поэтому твой вопрос останется без ответа. То есть не стесняйтесь об этом говорить людям прямо, да? Так. Оракул теней пока у нас уходит. Те, кто защиты себе ставил, защиты хорошо поставлены. Так, теперь я смотрю на Таро Веретника, какое же напутствие вам хотели бы передать предки, духи вашего рода. Давайте посмотрим, куда же они вас ведут, направляют, что от вас хотят. Ведут к удаче. Для кого-то удача в отношениях с любимым человеком, с партнером. Для кого-то это удачное партнерство в сфере бизнеса. Для кого-то удачное партнерство в сфере той же магии, то есть найдете единомышленников. Также еще здесь, для чего вам эти трансформации вообще были даны? Для того, чтобы вы выявили ложь какую-то. Возможно, партнер вас обманывал. Да, у вас пошел крах ваших иллюзий, то есть вы себе напридумывали одно, а человек оказался под маской. То есть, грубо говоря, вы сорвали намордники с определенных личностей. И, естественно, эти личности что начинают делать? Да, беситься. Ну, пусть бесятся, нам-то что. Те, кто занимался ритуаликой, кто работал именно по магической сфере, у вас прям все хорошо, идеально легло. Были вы узником каких-то обстоятельств, но это все ушло. Но здесь мне показывают, что да, работа либо через погост, кладбище, или же с предками, духами вашего рода, но с темными. То есть с теми, которые при жизни чудотворили в той же магии, но по-темному. Они к вам пришли в помощь, в поддержку в данной ситуации, дабы, знаете, я бы сказала, достойно откатить негативчик негодяям. Давайте назовем их так, негодяям. Ну, во снах вы много чего видите. И, кстати, за снами, за своими следите очень. Через сны даже как будто от некоторых из вас исцеляют. Исцеляют от лицемерия. А если кто практикует прокачку чакр, то если вы это запускаете перед сном, во время сна они также работают. Вы думаете, что вы спите, но на самом деле ваша энергетика наполняется и прокачивается. Так. Это суть ваших трансформаций, чтобы вам вот предки хотели передать, что вы больше не будете являться узником каких-то событий, каких-то людей, каких-то проволочек, обманов. Кто работал на кладбище, исцелились от подлости.
партнерских отношениях, работа, личные отношения, либо же друзья, товарищи, соплеменники. Кто предавал, кто ваше у вас крал, от этого исцеление у вас пошло. То есть здесь по Мабону больше идет, что вы исцелились. Вы правомерно наказываете тех, кого наказываете. Единственный момент здесь, расклад не для тех, кто занимается чернухой, сразу скажу. То есть, ну, вам мимо моего канала однозначно идти. Здесь для вас информации нет. Я здесь говорю о тех людях, которые действительно прокачивают себя и проходят трансформации довольно-таки быстро. Да, иногда жестко, но в ускоренном ритме, потому что они прекрасно понимают, куда они идут, с какой целью, для чего, и ну, у них цели намного выше, чем у тех, кто просто хочет, ну, клево жить, да, там, ни в чем не нуждаясь, допустим. Ну, в общем, по гедонизму, кто проходит, по такому глобальному, этим тоже не сюда. Знаете, как можно еще это назвать? Любителям жить в свое рылко. Высшие силы за вами наблюдают, род за вами наблюдает. Вы как прозрели, вы увидели те места, тех людей, которые вас обманывали и предавали. Это да, это больно, вы разочарованы. Но, вот только-только, но вы это уже переступили. Вы уже переболели, я бы так сказала. Переболели и идете дальше. И в этом плане вы просто молодцы. Некоторые из вас были узниками людей, которые лицемерили с вами и забирали вашу удачу, то есть крадники там ставили, да. В общем, воровали ваше. Ну, хорошо проритуалили, ничего я не скажу, позакрывали всех своих врагов, недоброжелателей вы. Так, это суть ваших трансформаций. Теперь я хочу посмотреть напутствие вам от рода, от вашего. То есть, чтобы ваши предки вам хотели в данный период, то есть вот этих энергиях полнолуния, да, где вы ищете внутри себя и искру, и ответы на какие-то вопросы именно в глубине своей души. Ищите вот этот баланс. Напутствие. Не знаю, должно быть вам видно. Ну, частично видно, но ладно. Так, смотрите, мальчики, девочки, ребятушки мои дорогие, вы сейчас в самом центре мясорубки, я бы так сказала. Да, ваши работы над собой на высшем уровне. В принципе, я бы сказала, практически высший пилотаж. Потому что вам тяжело это все сейчас, затратно энергетически, психологически, но несмотря на это, вы идете вперед. Ваши работы, ваши ритуалы по чисткам, по защитам, кто кому что отправлял обратно, это все сработало. Но есть маленький момент. Пока вы работаете, работают и ваши недоброжелатели. Здесь будьте внимательны, на вашу психику влияют, ну тут мороки однозначно. Мороки там, еще кучу всего.
у некоторых из вас пробита энергетика, возможно, кто-то заболел. Если не болели, и тут бабах, решили, что это перепад температур на улице, то дульки вам, вас пробили энергетически. Ваши же предатели. Они получили по головушке от ваших ритуалов. Поняли, что вы имеете власть, и их это задело. Они хотят сломить вашу волю. Они поняли, что вы сильный практик, что вы сильная личность. Если кто не занимается магией, значит, это ваша внутренняя сила, ваш стержень, который вас ведет по жизни и не дает вам сломиться. И они решили, что они будут вас бомбить не на физике, не на ментале и астрале, а именно действовать на вашу психику, на вашу голову, ломить вашу волю. Начнут, я не могу, это просто жесть. Они как бы, собираются со своими предками работать через молитвы. Скажу сразу, словами из той же Библии, какова сейчас тенденция общения с христианским эгрегором. И по вере вашей да воздастся, и молитва ваша да будет в грех. Это вот тем товарищам, которые 20-30 лет привораживали к себе мужа, потом своего сына, лишь бы он только им, там, мамочке и сестричке денежки отдавал, либо еще что-то, только чтобы иметь с него. Те, кто крали других, удачу, фортуну, деньги, кто пытался заблокировать кому-то магические способности, потому что кого-то, подзапаяла жабонька от зависти, просто там, рвали на себе все волосы на теле. Молитвы вам ваши не помогут. Тут к бабке не ходи. Хочу теперь задать такой вопрос для, как говорится, special for ваших врагов, недоброжелателей, да? А как предки, духи их рода вообще относятся к их молитвам? Как они к ним относятся? Они вообще слышат своих потомков, которые, нахуевертили в этой жизни? Да, ё-моё. Ребят, кто делал ритуалы на местах силы, на кладбище, на погосте, я вас поздравляю. Там пошло хорошо. Предки их не слышат. Они работают на расплату за то, что они вам причинили. То есть ваши недоброжелатели молятся своим предкам, но предки-то видят, что там, в общем, у ваших врагов-недоброжелателей одна из самых, больших таких проблем. У них боги живут в зеркалах, понимаете? То есть они смотрят на себя в зеркало и думают, что они, вершители судеб, там, боги, мнят себя богами, понимаете? И предки-то ваших врагов это все видят и понимают. Расплата их ждет, зависимы будут. У них зависимость, знаете, они хотят новой жизни. Они, ваши враги-недоброжелатели, хотят новой жизни. У меня нет слов, честно сказать, я бы сейчас матом крыла. То есть человек такой делает западло другим, методично, там у некоторых вообще стабильно через день. И потом, когда они получают по своей башке обратки,
когда их магия стопорится, то есть у них забирают их дар, ну, отомщение даже на дне колоды идет, они такие: ой, ой-ой-ой, я хочу новой жизни. Да и тишь-колотишь, ну как это, ну новая жизнь ты так просто не получишь. Ты, блин, давай теперь вернись, вот самое начало, пройди вот весь тот спектр услуг, который ты насылал на других людей, негатив. Умножь его на 3, естественно. Ты проживи теперь, а потом, может быть, у тебя и будет новая жизнь. А они нет, они знаете, что, скорее всего, будут красть ваши возможности. То есть, короче, меня сейчас смотрят те люди, которые находятся в войнушке. Вот так вот я бы сказала. Ой. Короче, ваши враги-недоброжелатели заключали договора с миром мертвых, с миром темных, с неупокоенными. И, в общем, договора, видать, окончились. Ну, потому что с миром темных надо знать, как работать. Как вообще эта система у них работает. Понимаете, почему определенного качества люди, которые работают над собой, у них есть во служении и темные, и демоны определенных рангов, и ну, они реально служат этим людям. А есть те, которые как бы, ну, эти двери открыли, оттуда пришли им помогать, но в итоге потом скушали. А скушали почему? Потому что духовности не хватает, потому что проработки нужны. Себя, вообще своих взглядов. Много чего прорабатывать надо, дабы они дальше продолжали служить. А иначе они начинают просто вас кушать и все. Так что ваши враги-недоброжелатели, конечно, да, но их закрывают. Вот те, которых они вызывали, призывали, к которым они обращались, с кем договора у них там заключались, эти же товарищи начинают их и кушать сейчас. Они думают, что это вы, понимаете? А вы в своих энергиях, вы, скажем так, разобрались в ситуации и ну, дали обратку и пошли дальше в саморазвитие. Но вашим врагам-недоброжелателям этого не понять, потому что там другой склад ума у людей, а своего ума же не вставишь, сами знаете. То есть в напутствии вам как бы показали больше, я бы сказала, врагов, да? Ну а что бы вам хотели они передать, как вас поддержать? Смотрите, напутствие. Смотрите, теперь вы полностью защищены от своих врагов-недоброжелателей. На вас стоит очень хорошая защита. И вы получаете как свершение всех ваших желаний. То есть, если вы когда-то что-то пробовали, у вас вот ну просто не получалось, знаете, как вот попробуешь одно, второе, третье, и везде натыкались на тупики, то теперь ваша эта карма окончена. В этих тупиках будут сидеть ваши недоброжелатели, и вы от них защищены. То есть, чем бы они теперь в вас не кидались, какими бы какашками, вы за очень таким, знаете, толстенным стеклом от них. То есть, они какашки эти пусть кидают, у них будут руки в говне, а вы просто захотите, просто понаблюдайте за ними. Периодически, знаете, чтобы... Может, кого-то это порадует там. Только сильно не радуйтесь тому, что им отлетит, потому что... И не жалейте, кстати, потому что многим отлетит так, что даже вы удивитесь, как может обратка сработать.
Ну, дары судьбы получаете свои. Где-то есть еще моменты, в которых вы сомневаетесь, переживаете, есть ли на вас проклятие. Я бы сказала, что вы сейчас это все с себя снимаете. Вы еще в процессе. То есть, если по ритуалам брать, еще какие-то ритуалы нужны, то есть, чтобы их был комплекс на разные сферы. Здесь еще, знаете, ну, в общем, были люди, в которых вы много вкладывались, да, энергетически, там, эмоционально, кто и финансово. Вот эти люди вас предали, они будут наказаны. А вы же получаете дары судьбы и помощь от высших сил. Вас будут оберегать и защищать. В дальнейшем вашей жизни вы будете защищены от вот таких вот предателей, которые встречались вам до этого момента. Вот как-то так. По Таро Веретника. Оберег. Смотрите, подсказки вам. Делайте обереги на открытие путей, на то, чтобы защитить свое, чтобы никто к вам не смог пролезть в голову, повлиять на ваши мысли, на ваши желания. То есть, если вы какой-то план разработали по поводу своего будущего, какие-то проекты у вас есть, вот делайте такие какие-то обереги на то, чтобы вас никто с этого пути не сдвинул. Поняли, да? Чтобы вы не сомневались, там ничего не боялись, как бы, опять же таки повторюсь, там комплекс работ еще проведите какой-то, знаете, как дополнительно, как в дополнение для себя. Через предков работайте. Они вам пути помогут все открыть. Так, а сейчас на вот этой колоде хочу посмотреть вам подсказки, как вам лучше поступать, что вам необходимо делать, дабы было легче адаптироваться вот в этом состоянии, в состоянии борьбы, войны, в состоянии отстаивания своих границ. В общем, как гармонизировать себя. Так, кто-то из вас строил какие-то определенные планы. Кто-то начинал проекты. В общем, у кого-то были классные идеи. Вы прошли чистку и где-то стопорнулись на этой чистке и впали в скуку в некую. Вот этого делать вам не надо. Ищите для себя любые возможности для того, чтобы вот это солнце в вас было всегда, каждый день. В скуку не впадайте. Ищите любые возможности, где вам будет радостно, весело. Ищите то, что вас будет радовать. Единственный момент, в пьянство уходить категорически запрещено. Да, здесь вы обнулились. Но сразу в скуку пошли. Медленно, но уверенно двигайтесь на пути своего развития, особенно что касается ваших способностей в магии.
еще такой момент, что будьте осторожны. В магии не все двери открываете, потому как на вас есть влияние от ваших врагов-недоброжелателей, которые пытаются спутать ваши мысли. То есть прежде чем что-то сделать из ритуалов, дайте себе время. Ну, то есть сгоряча не рубите. Иначе это приведет вас к потере вашей и энергии, и ресурсов, и денег. То есть они хотят, ваши недоброжелатели, чтобы вы где-то споткнулись. Знаете, как вот на вот этих эмоциях, ай да у меня все классно, хорошо, я сейчас всем головы срублю. И, естественно, на этих эмоциях можно наделать много мелких, глупейших ошибок, но в итоге они вас приведут к остановке. В общем, будьте осторожны. Слишком не пляшите на могилах своих недоброжелателей, я бы вот так сказала. Творчеством займитесь. Через творчество у вас будут подниматься высокие вибрации, высокие энергии у вас. А вас внутреннее состояние тянет в скуку. Так вот, между поскучать и пойти что-то сделать из запланированного, вы выбираете второе. Вот это и будет ваша борьба. Вот это, в принципе, и есть она, понимаете? Вам кажется, что вы просто там себя преодолеваете. На самом деле, когда вы выбираете, что должны делать, а не то, что хочется, вы в этот момент можете развернуть негативный посыл, который идет в вашу сторону, обратно недоброжелателям. То есть только вот этим вот, знаете, вот этим переключателем внутри себя. Нет, все, надоело мне в этой скуке сидеть, я пошел творить, все, заниматься чем-то. Вот мне что-то нравится, все, я это делаю. Что-то нашли для себя то, что вас радует, все, я это делаю. Не хочу там больше уныний страдать и, дурью маяться. Я пошел делать. Во-первых, борьба у вас идет за стабильность в своем будущем, как финансовая, так и психологическая, и духовная, все сюда. Но борьба эта может подзатянуться. Но ненадолго. Если и подзатянется, то ненадолго. До конца этого года она, разрешится ситуация. Еще момент. Если кто-то из вас что-то хочет предпринимать в своей жизни, но понимает, что у вас недостаточное количество знаний, то вперед на баррикады, идите и обучайтесь. Курсов, всяких практикумов сейчас в интернете предостаточно. Единственное, конечно, смотрите, с кем вы идете на сотрудничество, дабы опять не попасть к таким же людям, от которых вы, избавились уже. То есть манипуляторов, лжецов, предателей. Смотрите, если вам кажется, что эта борьба никогда не закончится, что вы никогда не победите своих недоброжелателей и недругов, вы ошибаетесь. Справедливость будет восстановлена. Еще вам подсказки. Сделайте подношение предкам, духам вашего рода. Кто работает с Хэ, то есть христианским эгрегором, пожалуйста, милости прошу в храмы, церковь, кому как удобно. Понесите туда печеньку, конфетку. Вообще знаете, что несите, что вы бы хотели скушать. Вот то и своим духом, предкам несите.
Поставьте свечи за их память. Память о них. Вот так вот лучше сказать. Вам как бы это ничего не стоит, а для них свечи, ну, это энергия. Как еда, вот знаете, для нас, живых. И предки духи вашего рода вам помогут свергнуть вот эти все привязки, каналы, через которые вас жрали. В общем, они, как бы, знаете, войдут в свою силу, ваши помощники, и отгонят от вас вот эти вот все сущности, там некропривязки у кого были. В общем, надают по головам вашим врагам. Вот так вот. И надают не слабо. Некоторые из ваших недругов могут даже попасть в аварию. Либо какие-то резкие события, вследствие которых они получают травму. Не знаю, может там кто строителем из недоброжелателей работает, то тот упасть может. Ну, как пример. Не знаю, я спросила за адаптацию, мне, в принципе, показали вас сразу и начали уже показывать карты. Я поняла, они вас как будто успокаивают, если вы сомневаетесь, что, ну, борьба будет вечной, что вы не устоите, не сможете, не получится. О, там, знаете, вот это бзз в голове. В общем, разгоняйте все это жужжание, все у вас выйдет и получится. На вашей стороне истина. Все, дальше раскладывать не буду. Здесь просто идеальное завершение. Трансформация по справедливости в императрицу. Если, мальчики, смотрите, все эти трансформации, как мальчика, в общем, так и девочек, приведут к тому, что вы будете управлять своей жизнью сами. Больше вами никто кукловодить, хороводить ну, просто не посмеет. Вам этих личностей сразу же будут высветлять. Интуиция сразу вам будет намекать, мол, вот это вот, ну, человек какашка, мы с ним общаться не будем больше. С такими мы их просто к себе не подпускаем. Ну, то есть, те получат по справедливости то, что заслужили, а вы получаете императрицу, вы получаете достаток, вы получаете, кто в магии, те достойный уровень знаний получите. Еще здесь, знаете, какой нюанс. Вы сейчас, дорогие мои, в таком положении, когда высшие силы развязывают вам полностью ваши руки. То есть по отношению к своим врагам, недоброжелателям, вы имеете право сделать все, что пожелаете. Но если кто собрался спускать на них всех своих собак, то мой вам совет: будьте осторожны, действуйте только по внутреннему солнцу и по исцелению. То есть, если вы, послушав этот расклад, пойдете делать на своих недоброжелателей там стяги, порчи наводить, ну, сами понимаете, вот этот расклад был не для вас. Вас это ни к чему хорошему не приведет. Вы просто собьетесь со своего истинного пути. Но если у кого есть непреодолимое, вот знаете, вот бывает, вроде себя успокаиваешь, а потом, знаете, так, ну, там, буквально на долю секунды вспомнишь, да, о каком-то товарище, который гадости тебе делал и делает, к примеру.
Ну, там всякие мысли возникают, да. Ну, то есть на ментале можете их укокошивать, как вы вообще пожелаете нужным. То есть в этом плане вы имеете на это право. Ну, естественно, заигрываться в это не надо. То есть там, знаете, пар выпустили и успокоились. Все, и идете дальше по своему пути предназначения. То есть не зацикливайтесь на этом месте ни в коем образом. Умение свое повышайте. Кто в профессии, кто в магии, умение повышайте, просвет вас ждет. Кстати, в сотрудничестве с другими будете. Да, ну, ребят, ну, вообще, карты, гляньте, даже если так взять, инструкции будете получать потом. В общем, закончится этот ваш период борьбы, драчки, выяснения вот этих всех моментов. Закончится. И все будет по справедливости Всевышнего, для того, чтобы во Вселенной был баланс. По-другому никогда не бывает. Такой вот был у нас расклад сегодня. Оставляйте ваши комментарии. Расклад, конечно, интересный, очень тяжелый, очень такой он специфический. И вывели меня на него как-то окольными путями, я бы сказала. То есть здесь все по высшему суду идет. Все, что с вами происходит, это должно было рано или поздно произойти. И в принципе, ваши враги-недоброжелатели – это ваши учителя. Смотрите на них и понимайте, какими вы не должны никогда становиться. Ни при каких обстоятельствах. Это вам, как знаете, такой вот заметка на будущее. Особенно практикам, когда вы идете в полную свою силу. Не позволяйте себе слишком в гордыню, наверное, въезжать, что ли. Ну, в общем, ладно, это уже другой разговор. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, лайки, дизлайки, что кому нравится. И всем пока-пока.